Привет, друзья! Многие спрашивали, когда же уже снова появятся обзоры. Вот, я вернулся с каникул и начну я с новой обновленной версии народного фонарика Convoy S2+. Те, кто в первый раз у меня на канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик, жмите лайк, чтобы не пропустить ни один из грядущих обзоров, а впереди будет много интересного. И, собственно, модель известная всем, рассказывать про нее не надо, теперь она обновлена, более яркая, с новым, более емким питанием. Что из этого получилось, давайте посмотрим. И сходу сразу же смотрите, как светит этот фонарик в сравнении со своей классической версией. И я вам скажу свои впечатления по этой модели. S21A является пусть и не идеальным, но весьма неплохим обновлением старого доброго S2+. Он остался в том же самом дизайне и фактически в тех же самых размерах, но зато стал вмещать намного более подходящий для своей немалой яркости аккумулятор с емкостью порядка 4800-5000 мАч против где-то 3400, 3500, 18650. Его свет полностью стабилизирован, и он намного более яркий. И если уж яркости S2 хватало фактически для всех бытовых нужд, то чего уж говорить о S21A. Тут видно, что в 3 раза он его превосходит вот по спецификации. И на видео видно, что на 30% они совершенно сопоставимы. Где-то лет 5 назад я отдал $80 за Light Mini Intimidator с той же самой яркостью и был очень доволен, потому что это была реально хорошая скидка и хорошая цена. А сейчас такой фонарик по яркости такой $18 стоит. Да, он выглядит проще, у него проще управление, но при такой цене я лично готов с этим смириться и уверен, что вы тоже. Если говорить о минусах, то минус тут есть, и это дырка между 3 и 30%. И тут для заполняющей эту дырку яркости придется доплачивать за бискотти-версию. Но, в принципе, вот откровенно говоря, я пару недель тестировал на даче этот базовый S21A, и меня он вполне устроил. Я бы так детально даже сказал, вполне сносно. В то время как с промежуточным режимом типа 10% это было бы вот как раз то, что надо. И что могу сказать в итоге? Если надо часто использовать большую, нежели чем у Convoy S2+ яркость и нет ограничения в размере, я рекомендую взять все-таки S11 или S12, которые будут лучше отводить тепло, не говоря уже о световой гранате Convoy M3. Более того, Convoy S11 будет подальнобойнее, особенно с гладким рефлектором, в то время как S12 станет отменным недорогим решением для тех, кто ищет максимально рассеянный ближний свет, плюс там еще есть High-Cree версия, что актуально для фотографов. А вот если вы не планируете часто залезать в 100%, и если вас вполне устроит работать на максимальной яркости, которая была у того же S2+, но при этом работать долго, без падения яркости, и иметь еще резерв вот этот в 100%, то берите S21A. Размер будет тот же самый, там разница в миллиметры, а вот работать он будет намного больше, да еще и с полной стабилизацией. Здесь на видео отлично видно, на что способен этот фонарик на разных дистанциях, в разных ситуациях. И в конце обзора будут еще сравнительные гифки и фотографии, чтобы можно было поспокойнее посмотреть, как в разных режимах он работает. Можно и текстовой обзор мой найти тоже при желании. Ну, посмотрели, как светит фонарик. Давайте теперь посмотрим, как он выглядит, и все остальные нюансы тоже разберем. Упаковка символическая, обычная белая подтирка с наклейкой с названием модели и кодировкой цветовой температуры. Все то же самое, что в самых базовых бюджетных фонарях Convoy. И насчет внешности, можно сказать, все то же самое. И, в общем-то, все то же самое, это просто девиз этой модели. Convoy S21A один в один, внешне тот же самый S2+. Разница тут лишь в считанных миллиметрах. И при кардинально большей емкости аккумулятора S21A все еще вполне карманный фонарь, в отличие от S11, который поместится уже не в каждый карман, а если поместится, то будет его ощутимо оттягивать. Но, как я упоминал, у него больший размер выливается в меньший нагрев. Во всем остальном это тот же самый широко известный дизайн, его номинальное присутствие. Как бы то ни было, фонарь вживую не создает впечатления откровенной дешевки, просто неплохой, недорогой фонарь, бюджетный как по цене, так и по внешности. В хвостокрышке та же самая силовая кнопка, толщины пружины тут явно не хватит на 6 ампер на 100%, так что она зашунтирована. Что мешало изначально установить пружину подходящей толщины, как со стороны головы или вообще там поставить двойную, мне неизвестно. Понятно, что на цене фонарика это никак бы не сказалось. Накатка все та же символическая, держать фонарик вполне удобно. Тут небольшой прирост в диаметре ему только на пользу пошел. Как обычно,
разбирается фонарь на 3 части, токарка вполне нормальная, смазка присутствует в достаточном количестве. В голове под неглубоким текстурированным рефлектором прячется яркий SST-40 светодиод. Вот, собственно, и все. Управление простейшее, как и в предыдущем S2+, только нет скрытого стробососа. Память режимов есть, в общем-то, просто 4 режима с выключением, включением через хвостовую кнопку. Convoy S21A дает яркий, хороший, удобный для всяких обыденных нужд свет. 30% фактически одинаков по яркости с максимальным у Convoy S2+, в его классическом виде с XML2 и 4.7135 стабилизаторы. Боковая засветка будет, чуть-чуть уже, а центр определенно более яркий, и дальнобойность тут будет повыше. Ну и максимальная яркость, конечно, намного больше. На выбор есть 6500 или 5000 Кельвин. Я, разумеется, целиком и полностью за последний. Если сравнивать с S11, то свет определенно шире, хотя вот стоит уточнить, что версия S11, которая у меня тут для сравнения, с гладким рефлектором, и на это тоже стоит сделать поправку. В Convoy S21A есть термоотсечка на 55 градусов. Охлаждение тут никакой разницы, в общем-то, не дает, размеры все-таки достаточно небольшие. Стоит отметить, что Convoy S21A греется даже на 30% до ощутимого, но не некомфортного уровня. Как я и говорил, S11 займет в кармане намного больше места, но он без проблем переварит и большую яркость. При достижении 2,9 вольта фонарик начнет сигнализировать о разряде периодическим миганием, и на 2,8 он выключается. Как вы видите, что свет стабилизирован, тут все хорошо, для такой цены вообще все замечательно. Что касается яркости, максимальный вот тут замеряли на BLF, это 1770 где-то люмен, 30%, это порядка 700. И что касается режимов, вот вам добавление к видео в начале. 0,3% это чисто полочный свет, удобный, чтобы не ослепнуть. Ну, так как прямого доступа к нему нет, надо или включить и добраться до этой яркости с закрытыми глазами, чтобы не ослепнуть, или заранее выключить в этом режиме вечером. 3% вполне хватит для работы в помещении размером с комнату, вы там увидите все, что надо, или подсветить себе путь в радиусе там метров 5, условно говоря, на улице, тоже, в общем, неплохо. Продолжительность работы тут будет колоссальная. А дальше уже идет, скорее всего, избыточный для помещения 30%. Ну и на улице далеко не всегда есть нужда в 700 люминах. Хотя, понятно, лучше, если света больше, чем когда его не хватает. Это скорее свет для прогулок по лесу или с собакой, чтобы видеть достаточно далеко, широко. В качестве чисто подножного света для простой прогулки, в принципе, хватит и 3%. Повторюсь, вот тут как раз 10 не хватает промежуточных. Но если вам припрет посветить с очень хорошей яркостью, тогда 100% к вашим услугам случайный, несведущий в фонариках обыватель будет потрясен, что такой в целом скромный по размерам и внешности фонарик выдает такую яркость. Понятно, что бывает и ярче, и существенно ярче, но и тут 100% выдают реально впечатляющий такой поток света, тем более за такую-то цену. Собственно, все, думаю, поняли, что ждать от этого фонаря. Пишите в комментариях, что в нем понравилось, что не понравилось. Давайте делиться мыслями. Тем, кого фонарик заинтересовал, я оставляю ссылки на магазины, где его можно купить, в описании видео под обзором. Там же ссылка на мой обновляемый список купонов и промокодов на AliExpress, чтобы не платить лишнего. И мои подборки других фонариков, вы, может быть, там найдете что-то для себя полезное. Собственно, все. Еще раз... Поддержите видео лайком, а те, кто в первый раз, подписывайтесь и не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить ближайшие видео. Пока.